28 марта на календаре. Всем привет, это Руслан Левиев с очередной сводкой с войны. В конце прошлой недели, уже после публикации сводки, появились сообщения о крупной механизированной атаке российских сил на Лиманском направлении, в районе Шендерголова. Сама атака была аж в четверг, то есть уже довольно-таки давно, но подробности о ней появились только на выходных. Российская армия бросила в атаку больше 100 штук всякой мототехники. Это мотоциклы, квадроциклы, баги, а также 28 единиц бронетехники. Выдвижение колонны было своевременно обнаружено беспилотниками, после чего по ней начали наноситься удары. В результате сорванной атаки российские войска потеряли 3 танка, 11 бронетранспортеров и боевых машин пехоты, а также 84 единицы мототехники. Вся прошлая неделя была полна сообщениями о подобных механизированных атаках. Поэтому это была главной темой обсуждения в военно-аналитической среде. Много звучало мнений, что вот в этом году как-то необычно рано начались механизированные атаки. На этой неделе таких атак уже не было. Все как будто резко утихло. Не думаю, что российской армии кончились ресурсы или кончилась бронетехника. Скорее, больше похоже на временную паузу перед новой волной атак. Обычно все-таки российским генералам требуется куда больше одной попытки механизированной атаки, прежде чем они поймут, что, и в этом году такой подход к ведению боевых действий не работает. Прям как в прошлом году. Неужели советские учебники по военному делу устарели? Во второй половине этой недели был отвлекающий маневр с танками. Запустили 2 обмангаленных танка со стороны Торецка по направлению на Константиновку, чтобы отвлечь на себя украинских дроноводов. Одновременно с этим 3 группы на мотоциклах на других участках этого направления выдвинулись в сторону Константиновки. Но в итоге украинским силам удалось отбить и танкистов, и мотоциклистов. Атака была сорвана, по сообщению 27-й механизированной бригады ВСУ. В остальном на этой неделе было как-то без всех этих танков и БМП. В предыдущей сводке я вам говорил про Купинское направление, и что Герасимов заявил, будто бы осталось зачистить малюсенький квадрат в районе Новосиново. Оказывается, известия опубликовали еще и карты Генштаба с отображением ситуации по линии фронта, по мнению Минобороны России. И там, да, действительно, так и есть. Российское военное ведомство рисует оставшимся незахваченным малюсенький участок к востоку от реки Оскол, южнее Купинско-Узлового. Поэтому, учитывая такое большое расхождение между заявленным и реальностью, всех сейчас там подгоняют, быстрее продвигаться снова по направлению к Купинску. Сейчас российские штурмовики ведут бои за поселки Синьковка, Петропавловка и Куриловка. При этом бросается в глаза, как славянско-краматорское направление тоже поджимает ведь. Шендерголова, с которой я начал сегодня сводку, напрямую связана с славянско-краматорским направлением. Константиновка тоже. Так что генералу Сергею Кузовлеву, который командует группировкой войск «Запад», нужно, чтобы одна нога была здесь, другая там. Хотя в 26 году это звучит несколько двусмысленно. В Константиновке российским штурмовикам теперь удается забегать до центра города. Еще одна жертва хвастовства Генштаба. Напомню, что начальник Генштаба России Валерий Герасимов заявил, что 60% Константиновки под контролем России. Получается, центр города тоже уже должен быть под контролем России. И нужно отправлять туда штурмовиков, чтобы они снимали флаговтыки и тем самым доказывали, что да, все правда. Появилось видео, как пара таких штурмовиков засели в здании в центре города. Пытались отбиться от украинских военных гранатами. Но в итоге военнослужащие ВСУ закинули в здание несколько противотанковых мин и подорвали их. В результате чего большая часть здания просто сложилась вместе с российскими солдатами. Следующая сводка будет уже в апреле. Я заранее чувствую, как опять полетят вот эти заявления, что Путин поставил цель захватить Славянск к 9 мая. Или что-то в этом роде. Мы по своему опыту наблюдения видим, что подобных приказов не существует. Путина вполне устраивает ситуация с медленным продвижением по линии фронта. Хотя конкретно в праздничные майские дни наверняка опять будет какое-то временное частичное прекращение огня, объявленное Путиным, как это было и в прошлом году. Эдакий подарок уставшим российским военным. Михаил Зыгорь на днях написал колонку в «Нью-Йорк Таймс» о том, что в феврале появились признаки, что Путин может пересмотреть свою позицию по переговорам с Украиной. И, возможно, он ищет выход из конфликта. Мы со своей стороны ничего подобного не видим. Сколько я слежу за тем, как ведет себя российская сторона в переговорах, как комментируют происходящее представители Кремля, я вижу, что у них полная уверенность, что все прекрасно. За ними инициатива, нет причин отступаться от своих требований или идти на какие-то компромиссы. Расположение Трампа удается добиваться даже без послабления своих требований. Поэтому не могу согласиться с Михаилом. А что касается экономики, то обращу ваше внимание на новость последних дней. О том, что Путин попросил российских миллиардеров помочь российскому бюджету на фоне роста военных расходов.
Из-за специальной военной операции Трампа, кстати, я сейчас не шучу, Трамп действительно свою войну тоже называет военной операцией. Так вот, из-за нее сейчас переговорный процесс по российско-украинской войне отложен на дальнюю полку. Разве что вот на днях Зеленский сказал, что США в переговорах с Украиной готовы дать ей гарантии безопасности только при условии вывода украинских войск с Донбасса. Не припомню, чтобы представители США прямо вот так это формулировали. Но фактически, да, к этому позиция США вела. Потому что Трамп же требовал, что Украина должна пойти на уступки и заключить сделку. А какие уступки предполагались? Территориальные, в форме вывода войск с части территории. И вот вчера на эти слова отреагировал госсекретарь Марко Рубио. Он сказал следующее. Это ложь. И я видел, как он это говорит. И прискорбно, что он так говорит, потому что он знает, что это неправда. Гарантии безопасности не вступят в силу до тех пор, пока не закончится война. Но это не было привязано к условию, если только он не отдаст территорию. Я не знаю, почему он говорит такие вещи, это просто неправда. Короче, похоже, назревает очередной срач, очередной скандал между двумя сторонами. Мы в любом случае от переговорного процесса результатов каких-то не ждем. И если рассмотреть какие-то более реалистичные сценарии завершения войны, то это скорее истощение. Учитывая высокие потери, проблемы с набором людей, ситуацию в экономике, однажды в будущем может настать такая ситуация, что 8-й год подряд биться за Купянск не получается. Неким и нечем. Что нас беспокоит, это то, что в этой ситуации Россия может прекратить вести боевые действия на земле, прекратить отправлять штурмовые атаки, но продолжать вести воздушную кампанию. То есть продолжать бить беспилотниками, ракетами, авиабомбами. У нас нет подробных данных военного бюджета России. Но я уверен, что там около половины всех расходов – это люди. То есть выплаты за подписание контрактов, зарплата, боевые, компенсации за ранения, компенсации семьям погибших. Если остановить сухопутную войну, но продолжать воздушную кампанию, то можно резко и существенно сократить расходы. Можно будет даже объявить что-то вроде холодной фазы операции, в связи с чем резко уронить зарплаты военным на фронте. Ничего страшного, им деваться уже некуда, контракты бессрочные. Майкл Кофман и Роб Ли недавно опубликовали первую часть своего анализа по итогам очередной поездки в Украину. И в этой первой части они много говорят как раз про воздушную кампанию. Майкл говорит, что на этот год в России есть план произвести 127 тысяч шахедов, тогда как в прошлом году Россия произвела чуть больше 70 тысяч шахедов. Конечно, это пока просто планы. Не факт, что им суждено сбыться. Особенно вспоминая, как в последние пару лет заявляется о планах на год по созданию 1,5 десятков новых дивизий. А в итоге с горем пополам 2 создают. Плюс неясно, что там с Ираном. Будет ли Россия помогать ему беспилотниками, поставлять свои шахеды для Ирана. Представители западных разведок, которых цитирует Financial Times, говорят, что Россия якобы уже поставляет. Но доказательств этому мы пока не видели. Те видео, которые публиковались в сети с заголовками, что «это Ближний Восток», на самом деле были кадрами старых ударов по Украине. По спутниковым снимкам видно, что производство в Алабуге расширяется, появляются новые здания. Плюс постоянная гонка адаптации под меняющиеся условия, в которых участвуют на равных Россия и Украина, привела к тому, что российские шахеды прошли уже 6-7 модернизаций. От своих иранских прародителей они уже очень сильно отличаются. Майкл и Роб рассказывают, что у Украины тоже модернизация и развитие идут быстрыми темпами. Они вспоминают работу авиации в качестве летающего ПВО. Говорят, что раньше для украинских летчиков считалось сбить один беспилотник за вылет хорошим результатом. Сейчас они запросто сбивают с десяток за один самолета-вылет. Зенитные дроны, перехватывающие шахеды, тоже продолжают быстро совершенствоваться. Чего сейчас отдельно опасаются авторы подкаста, это того, что с приходом теплых времен Россия переключится на удары по водоснабжению. То есть зимой Россия делала все, чтобы оставить мирных украинцев без отопления, а летом хочет оставить без воды. Тем более, что у российских войск появились новые отдельные подразделения, которые используют комплексы ПВО С-400 вместе с ракетами РМ-48У для удара по наземным целям. Ракеты РМ-48У – это ракеты-приманки, ракеты-мишени, которые используются на учениях войск противовоздушной обороны. Их решили переделать для ударов по наземным целям. Тем самым сделали из С-400 эдакий оперативно-тактический ракетный комплекс. Получается, плюс еще одна баллистическая ракета, которая бьет по Украине. А значит, еще больше потребностей в современных комплексах ПВО. Ведь зенитными дронами никакую баллистику ты не перехватишь, конечно. Прошедший вторник также отметился самой массовой российской воздушной атакой за сутки. Настолько массовой, что воздушные силы Украины сделали даже дневную сводку.
по обычной практике у них сводки идут только за вечернее ночное время. То есть открываешь свою же публикацию воздушных сил, а там написано, что это данные за период с 18 часов 27 марта по 9 утра 28 марта. А что происходит в дневные часы, неизвестно. Данные не публикуются. Как мы полагаем, из-за того, что днем минимальное количество беспилотников запускается. Но вот во вторник дневную сводку сделали. Днем вторника российские войска запустили больше 500 беспилотников. А если сложить это с вечерне-ночным периодом, то есть сделать подсчет за сутки, там почти 1000 беспилотников получается. Летом прошлого года было ощущение, что, возможно, скоро мы увидим первые атаки, где было больше 1000 беспилотников за сутки. Тогда этого не произошло. А вот сейчас к этому приблизились. Расширяются и украинские воздушные атаки. В прошлой сводке мы с вами обсуждали сотни украинских беспилотников на Москву. А теперь давайте поговорим про беспилотники на Усть-Лугу в Ленинградской области. На протяжении нескольких дней шли атаки по Приморску, Усть-Луге и Выборгу. Целью атаки была портовая инфраструктура, нефтебаза, судостроительный завод. Есть куча видеозаписей с земли, как поднимаются гигантские столбы черного дыма. Есть спутниковые снимки, как все горит. Но что больше всего обсуждали в контексте этих ударов, это маршрут полета украинских беспилотников. Как раз в эти дни украинские беспилотники падали или врезались в препятствия в Литве, Латвии и Эстонии. И вот из этого некоторые Z-каналы сделали вывод, что, скорее всего, украинские беспилотники облетали воздушное пространство России и Беларуси и летели через Европу, чтобы тем самым снизить риск сбития. В принципе, вывод не кажется бредовым. Вы можете со мной не согласиться, но в 2026 году я вполне могу допустить такое, что страны Восточной Европы в отдельных случаях будут готовы разрешить украинским вооруженным силам использовать свое воздушное пространство, не сообщая об этом публично, для атак по России. В 23-24 годах я бы сразу сказал, что не, бред. А вот сейчас, когда есть проблема с переговорами, проблема с давлением на Путина, проблема с Америкой, финансированием войны, то могут пойти и на такие крайние меры. Минобороны Латвии в своем пресс-релизе сообщает, что украинский беспилотник залетел со стороны России. Майкл Кофман, который, напомню, регулярно ездит в Украину и лично общается с украинскими военными, категорически отрицает возможность того, что украинские беспилотники используют воздушное пространство стран НАТО. Говорит, что это не имеет ничего общего с реальностью. Я не говорю, что склоняюсь к версии использования воздушного пространства стран НАТО, но категорически отметать ее не готов. Потому что понимаю, что если все-таки такая договоренность существует, и такое разрешение есть, то, конечно же, ни украинские военные, ни европейские чиновники никогда не будут признавать ее и будут все категорически отрицать. При этом такой маршрут полета беспилотников действительно мог бы повысить эффективность атаки в сторону Ленинградской области, потому что у России было бы сильно меньше возможностей для сбития. Правда это или неправда, но не сомневаюсь, что российские власти будут использовать эти обвинения в своей пропаганде, в формировании своей позиции. Будут обосновывать этим свою более агрессивную позицию по отношению к европейским странам, необходимость увеличения военного присутствия России на ее западных границах, а также в Беларуси. Такие вот новости у нас были на этой неделе. Увидимся с вами в апреле. Пока.